Первая серия Дома драконов. В картинке прям чувствуется много миллионов. Игропрестольных воспоминаний словил я немало. Хейтеры. Завалите хлебало. Королевская гавань и первый Визерис. Брат Дэймон его слишком самоуверен. Как не стало наследника, начал понты кидать своими престольными взглядами. Как ты надеваешь штаны, сынок, с такими большими яйцами? Визерис братюню нахер послал, дочурку Рейнис на престол прописал. Решение это пуканы подпалило, а насчет девчули считают все. Ну охуеть, тебе подфартило. Ну и хрен с ним, рептилок в сюжете прям до хера. А обнаженки и крови в нем тоже гора. Валаров под Афро воспринял двояко. Прикиньте. Surprise, motherfucker. Стоит ли дальше Дом драконов смотреть? Конечно же да, с таким-то началом. Офигеть. Про первую серию мнение вышло блуждающее, в общем и целом. Это было впечатляюще. Вторая серия Дома драконов. Нет уже в ней кровавых и пошлых приемов. Дэймон психованный замок драконьего камня себе прихватил. Чё ж ты такой дебил? Рейнира до дядьки на драконе летала. Десницы и рыцаря Коли жопы спасала. Отбрила дядю Дэймона словно юнца. Походу нам хотят показать, что у нее тоже есть яйца. Папаше вдовцу предложили жениться, что Брод продолжал, ну и чтобы не спиться. Качигар Валарион с дочуркой его предложил союз создать родовой, а тот Хайтауэршу выбрал. Они старые, у них не лады с башкой. Качигар типа хипстер из древних родов. Офигел от отказа и королевских понтов. На психах с мажором Дэймоном затеяна им престолов игра. Хитрый Конечно же, серия слабже, чем было в начале. Но хитрожопых замутов в нее напихали. Пока в годноту мной поставлена галочка, но надеюсь, что... Это еще не сказочка. Это еще только смазочка. Третья серия Дома дракона. 3 года вперед крутанули. Офигел от такого приема. Хайтауэрша сына Эйгона родила старику-королю. Романтично, мать твою. Рейниру за Ланнистера хотели отдать, но та заявила, что только любимому будет меч натирать. Дочурку любя, согласился отец, походу за это нас ждет эпический Дэймон и Корлис на ступенях с крабоедом воюют, уже как 3 года морепродуктом пасуют. В одиночку мажор побеждает без тени сомнения. Пацан же гений. Визерис тем временем на охоте бухает, дареным штыком в оленя тыркает. В шекспировском стиле он полон противоречий. Заняться тебе больше нечем. В лучших традициях игропрестольного наследования в серии рулят скандалы, интриги, расследования. Кольца власти тем самым Дом дракона обходит сполна. Ты, если так не считаешь, то... Иди пожуй говна. Четвертая серия Дома дракона. Интим подкатил к середине сезона. Чему удивляться, в Игре престолов так было всегда. Да. Рейнира мажорка меня начинает бесить. Кандидата в мужья оскорбив умудрилась отбрить. Смотрит надменно на всех свысока. Съебанцой, да, слегка? Ага. Дэймон тем временем в гавань вернулся. Типа пред братом с короной прогнулся. При этом Рейниру в борделе почти прокатил на своем шампуру. Он играет с нами в какую-то садистскую игру. А в Рейнире драконья кровь разыгралась. Да коли охранника своего домогалась, тот, долго не думая своей рыцарской фляжечкой, принцессу зашампурил. Затяжечкой. Визерис про Рейниру с Дэймоном от десницы узнал. За пиздеж и диверсию Хайтауэра с должности снял. Ой, короче, интимный в сезоне заварился супец. Это полный трындец. Пятая серия Дома дракона. Лучшая на данный момент. Определенно. Дэймон вначале жену завалил без особых прелюдий. Говорю же, он пизданутый. Коля, который Рейнире меч в ножны вставлял, сбежать перед свадьбой ей предлагал, а та малолетку врубив отвесила. Стоп, я, мать твою, принцесса, а ты... Просто инфантильный. Да Колян королеве случайно информацию слил, и та осознала, какой Визерис дебил. Игропрестольное пламя в ней стало раздутое. Она теперь наглухо тронута. А свадьба Рейниры с Лейнором в самом разгаре. Его так ревнует к ней его парень. Коляном за дерзость на место построен. Ну что,
Доволен? Колян расстроен и хотел себя порешить, но королева не дала ему так затупить. А в конце эпизода Визерис примерился к гробу. В общем, удачи, счастливо оставаться и идите в жопу. 6-я серия Дома Дракона. 10 лет крутанули, а Визерис живой. Загонно. Руки уже нет, из башки торчит пару косин. Ах ты удачливый сукин сын. Рейнира все так же слаба напередок. От сына десницы родился уже 3-й сынок. Все королевство шушукает, и выглядит это комично. Да брось ты, все логично. Коля остался королеве служить. Та 10 лет замышляет, как Рейнире свинью подложить. Калеченный Стронг хитрожопо ей шепчет из-за кулиса. Ля ты крыса. А Деймон с Виларкой стал семьянин. 2 классных дочурки, вот-вот будет сын. Но проклятие Визериса настигнет его, и Дракарис жена применит на себе. Ой, зайка, здоровья тебе. Калеченный Стронг в конце эпизода ультает. Папашу десницу с бойфрендом Рейниры сжигает. Королеве все намекает, что в мужья хочет к ней, когда Визерис надумает помереть. Гнилой пацан. Чё с ним тереть? 7-я серия Дома Дракона. Много кто в ней получит пистона. С Лейной проститься собрались все и закинуть рюмашки. Так мило. Вы такие няшки. Рейнира, как только о Стронга кончине узнала, Деймону на пляже расслабиться дала. А этот жену хоть любил, но оказался не прочь. Это братская помощь. Эймонд блаженный в Хагард оседлал, тем самым кузенов с кузинами наебал. ОПГ малолеток по бесу ему глазик пронзают. Помогите! Хулиганы зрения лишают! От такого гоп-стопа обосрался весь двор. В тот же вечер Визерис устроил разбор. Сброшены маски и расплелись язычки. Родственнички. А в конце эпизода Деймон с Рейнирой женился, ведь муженек ее заднеприводный помершим притворился. В споре за трон наступила точка критическая. Это разборка, пидорская! 8-я серия Дома Дракона. Визерис в ней выглядит обреченно. Снова 10 лет вперед накатили, детишки вновь вырастают. Ничего не понимаю. Корлис Виларион стал суперстар. Скорее всего, и концы уж отдал. Братишка его за наследство с Рейнирой глазенками сильно захлопает. Вот сука, хитрожопая. У Алисенты детишек вместо мозгов точно жижится. Одна сама себе на уме, другой любит все, что движется. А Эймонд в Хагард, получив, стал отбитым чудом природы. Кругом одни уроды. А вот у Рейниры детишки вполне адекват. Зомбанутый Визерис на ужине всем искренне рад. Мажоры предъявы кидают им родовые. Вот такие они тупые. Помер король в конце эпизода, оставив разборки для этого сброда. Походу, все медным тазом по итогу накроется. Я знала, что это закончится. 9-я серия Дома Дракона. Королем назначают пустозвона Эйгона. Узнаем мы скоро, какой ценой все это далось. Все. Что? Началось. И только Визерис дух испустил. Хайтауэр за власть интриг намутил. Как-то просто за утро всех несогласных извел. Абракадабра, йо. Хитрый Эймонд одноглазый завидует очень. А старший в борделях бухает и власти не хочет. А Алисента вопрос с устранением Рейниры принять не сумела. Это очень смешно. Опасно, но смерть. Для коронации мажора Эйгона все согнались. Когда и не ждали, с 2 ног на драконе влетела Рейнис. Чё не спалила всех, но дала понять, не король этот гуляка лукавый. Пошел петушара дырявый. Дом Дракона, завершение сезона. Сердце забилось прям учащенно. Рейнира узнала про Эйгона и про планы на черных устроить походы. Вот уроды. А Корлис Виларион оказался везучий. С Рейнис побалакав подогнал королеве свой флотик могучий. Деймон не рад такому базару, считает, что сила в драконах и... Надо поддать жару. Будет больно. На драконий камень Хайтауэр приперся, присягу Эйгону затребовал борзо. Хитрожопому деду Рейнира все дало понять. Я бессмертная, твою мать!
Идите, глупцы. Рейнира сынишек на драконах к Баратеонам и Старкам за присягой послала. Как результат, мелкого Стронга с рептилкой в Хагард сожрала. От известия такого засвистела королевская фляга. О, жопа, однако. Запахло пи***цом.